Приветствую вас на канале Техревизор. В этом рейтинге посмотрим, какие ноутбуки можно купить, имея в кармане или на карте до 60 тысяч рублей. Бюджет среднего уровня, в котором несложно купить ноут для работы, учебы, домашнего использования и любительского гейминга на низко-средних настройках графики. Я отобрал 5 лучших ноутбуков до 60 тысяч с разной диагональю, процессорами, памятью, автономностью и дизайном. Разберем, какой из них подойдет для каких задач, в чем будет хорош, в чем может отставать. В общем, посмотрим с разных сторон. Так вы сможете понять, какой ноутбук лучше всего закроет ваши потребности в бюджете до 60 тысяч рублей. А чтобы вы могли узнать актуальную стоимость моделей из этого рейтинга, я оставлю в описании под видео ссылки на маркетплейсы. Прежде чем продолжить, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить выход новых обзоров и рейтингов. Ну а теперь приступим. На 5-е место поставил Honor Magic Book X14. Хороший выбор для студентов, фрилансеров и всех, кому нужен легкий, производительный и живучий ноут для повседневных задач. Весит немного, всего 1,4 кг, в толщину тоже небольшой, 16 мм. В рюкзаке почти не ощущается, а на столе смотрится аккуратно. Корпус металлический, холодит руку и не собирает отпечатки так, как пластик. В целом, достать этот ноут где-нибудь в кафе или на встрече вообще не стыдно. И напрягаться при переноске особо не придется. Экран у Honor на 14 дюймов с IPS-матрицей и Full HD разрешением. Ничего сверхъестественного, но для работы, учебы и сериалов более чем нормально. Картинка не мыльная, углы обзора адекватные. Радует, что сделали именно IPS, а не какой-нибудь бюджетный TN. Глаза спасибо скажут после нескольких часов непрерывной работы, листания ленты или просмотра фильма. Оперативки 16 гигабайт, SSD на 512 гигабайт, золотая середина. Влезут и проекты, и фотки, и пара сериалов в дорогу. При этом система не зависает, не подлагивает, приложение грузит быстро. В этом помогает и процессор Ryzen 5 7640HS. Не просто офисный слабачок, а довольно серьезный чип среднего уровня. Тащит многозадачность, спокойно тянет Photoshop, браузер с десятком вкладок и даже легкий монтаж видео. Конечно, киберпанк на ультрах не пойдет, все-таки полноценной видеокарты не хватает. Но ноутбук и не про это. По автономности. Батарея тут на 60 Вт в час. На деле это около 8 часов при офисной работе, так что можно смело выходить из дома без зарядки. Сам зарядный блок компактный, зарядка идет по USB-C, восстанавливается за несколько часов. 4-я строчка рейтинга за HP EliteBook 640G9. Рабочая лошадка с солидной внешностью и спокойным характером. Он не бросается в глаза, но внушает доверие. Весит ноутбук 1,4 кг, в толщину 19 мм. Не рекорд по компактности, но в рюкзаке не мешает, а при переноске плечо не отваливается. Собран добротно, с намеком на премиум. Прочный корпус, ничего не скрипит, ощущается надежным. Экран стандартный, 14 дюймов, IPS, Full HD. Картинка четкая, цвета адекватные, углы обзора приличные. Смотрится сдержанно, как положено бизнес-ноуту. Подойдет для работы с документами, видеозвонков, серфинга и даже Netflix перед сном. Глаза не устают благодаря IPS. Под капотом. Intel Core i5 1235U. Это энергоэффективный и тихий процессор на 12 потоков. Он спокойно справляется с офисными задачами, браузером с кучей вкладок, видеозвонками и даже легкой обработкой фото. Конечно, с тяжелым софтом лучше не баловаться. 8 гигабайт оперативки все же не для творческих изысков, но апгрейд возможен. Памяти хватает. SSD на 512 гигабайт. Есть где хранить документы, проекты и даже любимую подборку сериалов на случай поездки. Автономность приличная. Батарея на 5100 мАч. Так указал производитель. Этого хватает на 7-8 часов умеренной работы. Можно работать весь день без розетки, в коворкинге или кафе. По итогу, HP EliteBook 640G9 – это деловой, надежный и универсальный ноутбук без лишнего пафоса. Не для игр и не для дизайнерских подвигов, но если ищете стабильную машину для учебы, работы и повседневной рутины – вариант стоящий. На 3-м месте топа – Asus VivoBook 17. Самый крупный ноутбук в подборке. Диагональ экрана 17,3 дюйма. Для кого-то это перебор, но если вы не планируете таскать его каждый день в рюкзаке, подойдет. Весит он 2,1 кг, в толщину 20 мм.
Не ультрабук, но для дома и офиса нормальный формат. Экран здесь IPS, Full HD разрешением и частотой обновления 144 Гц. Редкость для таких моделей. Разницу в герцовке можно заметить при прокрутке сайтов или в анимациях интерфейса. Все чуть плавнее. Картинка абсолютно нормальная. Углы обзора широкие, цветопередача без перекосов. Это не профессиональный дисплей, но для видео, документов и повседневных задач подойдет. Процессор Intel Core i3 1215U. Он шестиядерный, но стоит понимать, что это младшая модель в линейке Alder Lake. С простыми задачами вроде браузера, офисных приложений и видеозвонков справляется спокойно. Но если открыть что-то тяжелое и загрузить много вкладок, начинаются небольшие тормоза. 8 гигабайт оперативной памяти минимум, но есть слот для апгрейда. А вот SSD на 512 гигабайт стандартный и достаточно быстрый для своей категории. Батарея на 50 Вт в час. Не рекорд, особенно для такого крупного экрана. В среднем ноут держит 5-6 часов при умеренной нагрузке. Если коротко, Asus VivoBook 17 – это про большой экран и спокойную начинку. Не геймерский, не ультрабюджетный, просто обычный ноут с уклоном в комфортную работу на крупном дисплее. Брать его стоит не за производительность, а за размер, особенно если планируете чаще использовать его дома или на одном месте. Если вас не устроил момент по количеству оперативки или проц хотелось бы чуть-чуть помощнее, можете рассмотреть Acer Aspire 3 A317. У него внутри i5 1235U, 16 гигабайт ОЗУ и при этом экран на 60 Гц и батарейка на 40 Вт в час. По цене оба этих Asus отличаются примерно одинаково, поэтому можете рассмотреть такую альтернативу. На втором месте Huawei MateBook D16. Это универсальный ноутбук для учебы и для работы с чем-то чуть-чуть серьезнее, чем Google Docs. Экран тут на 16 дюймов с тонкими рамками и IPS-матрицей. Разрешение обычное Full HD, картинка нормальная, четкая, без шлейфов, углы обзора широкие. Не OLED, конечно, но и не бюджетная муть. Смотреть фильмы, кодить или просто работать вполне комфортно. По габаритам ноутбук не маленький, почти 36 см в ширину, весит 1,7 кг. Это не кирпич, но и в маленький рюкзак каждый день не положишь. Скорее для тех, кто работает за столом, а не на коленке в электричке. Толщина 17 мм, так что выглядит аккуратно, без излишней громоздкости. Процессор Intel Core i5 12450H. Это не энергоэффективный чип с индексом U, а чуть более мощный H-сегмент, который ставят в универсальные и даже полупрофессиональные ноутбуки. Тащит Photoshop, небольшую обработку видео, кучу вкладок и зум с параллельным Excel. Оперативной памяти 16 гигабайт, чего сегодня достаточно почти для всего, кроме тяжелого монтажа и 3D. SSD на 512 гигабайт. Стандартная конфигурация, работает быстро, места хватит под документы, проекты и немного мультимедиа. Автономность. Около 6-7 часов при обычной работе. Батарея на 56 Вт в час заряжается через USB-C. Не рекорд, но на большую часть рабочего дня хватит. MateBook D16 – это промежуточный вариант между легким рабочим ноутом и полноценной заменой стационарного ПК. Он не маленький, но при этом мощнее многих компактных моделей. Если нужен экран побольше, чтобы глаза не уставали и не хочется жертвовать производительностью, будет уместен, без излишеств, но и без явных слабых мест. Лидером рейтинга стал Asus VivoBook S14. Один из тех ноутбуков до 60 тысяч, который сразу цепляет экраном. Здесь стоит 14-дюймовая OLED-матрица с Full HD разрешением, и после IPS апгрейд реально чувствуется. Цвета сочные, черный глубокий, контрастность высокая. Кому-то это важно для фото, кому-то, чтобы просто смотреть фильмы в хорошем качестве. А кто много работает с текстом, точно оценит, что глаза устают заметно меньше, чем с обычным IPS. В остальном ноут самый компактный и легкий в рейтинге. Весит всего 1,3 кг, в толщину 16 мм. В рюкзаке почти не чувствуется, на столе занимает немного места. Корпус аккуратный, сделан добротно, без глянца и без лишнего блеска. Все строго и по делу. Внутри. Процессор Ryzen 5 7535HS. Это уже не ультрабюджетный вариант, а крепкий средний уровень. Тянет любые офисные задачи, работа с фото, код, монтаж простых роликов, кучу вкладок в браузере. Мощности хватает даже для чего-то творческого, если не упарываться в 4К и сложную графику. Оперативки тут 8 гигабайт. Хотелось бы, конечно, 16, но в базовых задачах тормозить не будет.
SSD на 512 гигабайт. Работает шустро, места под все нужное тоже достаточно. Зато по автономности тут все на очень хорошем уровне. Внутри батарея на 75 Вт в час, и это реально много. Больше обычно только у игровых ноутов. При офисной нагрузке можно рассчитывать на 10-12 часов работы. То есть можно уйти с утра на учебу или в коворкинг и зарядку вообще с собой не брать. Для тех, кому 8 гигабайт ОЗУ мало и экран хотелось бы чуть побольше, выбрал еще один хороший вариант – Asus VivoBook Geo 15. Тут тоже OLED-панель, но на диагонали 15,6 дюйма и с 16 гигабайтами оперативки. Правда, и батарея поменьше – 42 Вт в час, но придется выбирать между компромиссами. Все-таки бюджет ограничен. На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можно посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.